Приветствую уважаемых зрителей. Вот на последнем выезде попался по частям такой нож с алюминиевой рукояткой Rostfry. Других никаких клейм на нем пока больше не видно. И я хочу его покислотить. Щавелевая кислота. Сейчас добавлю сюда горячей воды. Почему захотелось покислотить? Что-то вот этот вот орел не кажется мне стандартным, простым, который встречается на вермахтовых ножах. Сразу хочу оговориться, что данное видео не является собой пропаганды такой нечисти, как нацизм, фашизм и все, что с этим связано. Все мы это презираем и не признаем. Демонстрация данного изделия происходит исключительно как факта исторической находки. Так что, друзья, сейчас почистим и посмотрим. Вполне возможно, этот ножик будет необычным и редким. Давайте приступим. Сейчас воду до горячей пустим. Щавелки вот на такой стакан я достаточно много сразу добавил, чтобы реакция быстрее пошла. Все, вода уже горячая. Сейчас мы размешаем всю эту катавасию. Я думаю, вот так вот берем вот этот вот ножичек и погружаем. Вот так вот. Даже можно пусть постоит минут 10. Достаточно быстрая реакция идет, он уже посветлел визуально. Сейчас я его сразу намылю и губкой смахнем с него всю вот эту вот наросшую жбонь и посмотрим, что там получится. Так, ребята, вот, посмотрите, как побелел. О, что-то там видно, какое-то даже клеймо. Посмотрите, как посветлел. Давайте, вот это я выливаю. Так, берем губку. Реакцию щавелевой кислоты надо гасить мылом, друзья. Сейчас мы технической губкой, ну или для посуды губкой, вот такой вот, почистим его и заодно и погасим реакцию. А острый какой! Вообще жесть. Ну вот что после чистки у нас открылось. Какое-то клеймо было. Можно только предполагать. Ну и 38-й, 39-й год. Возможно. В общем, вот так вот. Но орел мне все равно кажется каким-то несколько иным. Если ошибаюсь, поправьте.
И ваши версии пишите в комментарии. Ну а мы отправляемся на коп, друзья. Мы отправляемся на коп. Приятного просмотра. Добрейшего утречка, дорогие друзья. Канал Рыболов Копатель приветствует всех зрителей, подписчиков и тех, кто только собирается присоединиться к нам. Сегодня мы с комрадом снова в весеннем лесу. Какие-то легкие заморозки подколбашивают. Машина сейчас показывала всего 1 градус. Но мы приехали, чтобы найти что-нибудь интересное. И просто вот погулять, попутешествовать, как говорится, за приключениями вместе с вами. Подписывайтесь, друзья, ставьте пальцы вверх, пишите ваши комментарии. Кто желает поддержать канал, описание подскажет, как это сделать. И вот первая находка уже на сегодня есть. Посмотрите. А уж не номер автомобильный это был. Это не специальные проушинки такие фиксировать. По-любому был автомобильный номер. Но уже весь без какой-либо несущей информацию части. Все затерлось. Но я думаю, точно номер был. Пойдем. Мы еще пока только следуем к месту, где будем копать. Не успели в лес зайти, я уже 3 клещей скинул. А 2 таких маленьких вообще просто еле видно. Постоянно смотрю на штаны, потому что вот они вот до колена где-то в тех местах и садятся. Ладно, пойдем. О, ребят, смотрите. Это ж его потом таскать мне с собой. Посмотрите, какой. Первый раз в таком исполнении вижу. Разводной? Мощнейший такой. Осколки попадаются вон. Что за щиток такой был? Может, и от техники чего разбитый. Вот мы дошли до места, где в прошлый раз у меня села батарейка и пришлось прекратить копать. Но я решил все-таки доработать до конца эту позицию. Какая-то мелочевка там попадалась, в принципе, и сейчас уже несколько пуговиц кительных попалось. А Игорь по соседству добивает свою палатку или блиндаж, которую он тоже копал в прошлый раз. Очень досаждает то, что в лесу обилие клещей, и практически каждое визуальное обращение к своим ногам, к нижней части, до колена, скажем, 1, 2, а то и 3 особи ты замечаешь, и это очень сильно напрягает. В прошлые сезоны я использовал балоневые штаны, и они очень сильно выручали. Клещи за них не цепляются.
А вот эти штаны, которые в данный момент на мне, хоть они и позиционируются как противоклещевые, они имеют мелкий-мелкий ворс. И это только помогает, такое чувство, этим мелким гадам зацепиться и уже дальше следовать, чтобы совершить свою миссию жизни. Добил, в общем, эту позицию. Это вот в прошлый раз у меня на ней прибор сел. Вот все, что попалось. Вот это, по-моему, пряжка ременная от носилок вермахтовых, если не ошибаюсь. Что-то по электрике, вот какая-то мелочь и пуговки. Все. Пойдем дальше. Ну, что-то мне как-то на третий больше нравится. Игорян, он тоже все по пуговицам продолжает. ЕКС. А вот на самом деле Игорян вот ходит с прибором Signum, получается, вы всегда спрашиваете, АК Signum, модель 7272М. Игорян, а скажи, вот какие бы ты плюсы и минусы выделил у этого прибора? Ты уже давно ходишь с ним, прибор нечастый, ну не часто можно встретить его у комрадов. Что ты мог бы сказать на его счет? Ну, из минусов, скорее всего, это вес. В остальном, как бы, есть мнение, что хлипкая штанга, там все. Немного есть, но мне вот, допустим, все это дело никак не мешает. Из плюсов, ну, нормальный, вполне рабочий прибор. Единственное, что к нему надо было попривыкнуть. Вот сейчас мне кажется, что я к нему подпривык. Работаю в основном с ним. Хожу на третьей программе, мне больше всего как-то нравится. Там писали, подписчик писал, попробовать тебе вторую, по-моему. Вторая, да, она программа Металломусор. Ну, вот попробовал, пробовал. Вот сами сигналы мне больше нравятся по третьей передаче. Именно полифония, озвучка, да, сама? Да, он по-другому озвучивает. То есть на второй, может быть, он что-то отсекает, но мне больше нравится на полной. По параметрам. Да, расскажи, на которых ты ходишь. Условия поиска норм. Всякие поглощения горячих камней, там все это выключено. Общее усиление на 7. Потом можно, если удержать кнопочку меню, зайти в дополнительные настройки. Но здесь из основного, это, что я, если еще пользуюсь, это режим эконом. Он или выключен, или включен. То есть это на расход батареи. Да, Батареи. на расход батареи влияет и на силу сигнала. То есть я режим эконом обычно выключен. То есть у меня как бы он на полную работает. Угу. Вот. Ну и основное, как всегда по этим приборам говорят, что надо делать отстройку грунта. Отстройку грунта влияет, да, на конечность? Влияет, да. Отстройка грунта, если неправильно, если на замусоренном участке, то есть будет погрешности. И при отстройке грунта, не знаю, сказал я, не сказал, чувствительность понижаю. Если хожу на 7, когда грунт отстраиваю, делаю где-то на 3. Потом возвращаю, чтобы меньше было всяких фантомов. Ну, в целом, вот так вот, ребят. Катушка 7-герцовая. Угу. А это еще больше есть на него катушки? Есть. Вау, какой саундтрек. А кто это исполнитель? Вот вам и сигнал сразу же, друзья. Для меня это вообще вот все чуждо. То есть я смотрю, как Игорян копает. Для меня звуки эти вообще ни о чем не говорят. Там, где вообще звук говорит о том, что нет сигнала по факту, а мне кажется, это сигнал. Пин ты, конечно же, не признаешь, да, Игорь? Нет. Согласен. Лишние заморочки. То есть вызванивать, он вызванивается, что-то. А потом полчасика и А потом докапываем. пропал, да и бог с ним уже. Да нет, вот он. Он где-то рядом.
Методом золотого сечения, согласно числам Фибоначчи, Ай, потерял. Игорь выкапывает очередную Очередная пуговица. кительная пуговица, коих уже, кстати, здесь. А Это да. мы в прошлый раз я не показывал. Вот Игорян закопал свой кем-то давно копанный блин, и вот не так давно перекопанный Игорем. Тут пуговиц было больше 70 штук. Больше 100. Больше 100 даже. И сегодня уже с десяток. Такие, которые получше, так сказать, потому что которые уже в хламе. Есть клеймышка? Да, сейчас покажу какой-то, кстати, интересный. ЦЦ нет. Нет, еще нет пока. Вот возьми, какая-то буква В. Или пятерочка римская, типа. Не иначе, как вервольфовцы носили. Продолжаем, друзья. Да. Идем, ребят, по дороге. Сигнал выкапываю хороший. И смотрите, саданул я по ней. Ложечка, но с вензелем. Вот с таким вот. Вон там. Клеймо какое-то. Почему такая находка? Теперь горя на сигнал. Я тут ложку свою почистил, кстати, ребят, но блеск она имеет совершенно серебряный. Посмотрите, какая красотишка. А у Игоряна вон что. Кодек. Бобина пленки или от фотика непосредственно. Интересно. Зачет такой. Там может еще что будет. Ребят, прям в дороге, посмотрите. Прям в дороге сигнал. И он уже вылетел, я уже понял, что это такое. Посмотрите. Да это же танкистские дела. Вот он. Посмотрите, в каком состоянии. Я еще лучше не выкапывал. Прям в дороге. Офигеть, блин. Вот она. Прям колея. Вот такая находка. Зачетище, друзья. И усики вон. Посмотрите, друзья. Блин, копаешь глубину, трудишься, и они такие пожуханные вылазят. А здесь, посмотрите, просто. Я еще лучше не находил. Это зачет. Это и второй должен быть рядом. Ребят, у Игоряна что-то вылетает вон. О, да это же из набора открывашка, походу. Да? Нержавейка подржавела. Что? Ничего? Ну это же из набора, точно. Ну 100%. Должны быть клейма. Пока не видно. Будешь чистить?
По-любому клейма должны быть. Вот здесь? Ну Что-то да. железо какое-то, видишь, при это самого. Ты думаешь, это не та... При это самого. Ты думаешь, туристическая, хочешь сказать? Это вермахт, ну, офицерский набор. Я думаю, да. Дать тебе щетку или ты своей будешь лучше? Сейчас, Паша, 5 секунд. Она лежала, может, с чем-нибудь. Слушай, ну зачетная находка. Блин. Что-то здесь подржавелось. Ну да, лежала с чем-то. Прикинь, как. Но лежала она тут очень давно. Да, клейм нету. А кто это так дерево обтесал, друзья, смотрите. Следы зубов. По размерам это лось самый настоящий. Выше человеческого роста. Затесы. Пробы на ложке так я и не нашел, но по всем признакам она серебряная. Интернет говорит следующее, что клеймо Элькнор встречается на антикварных серебряных изделиях, например, на чайных ложках. Это клеймо предположительно относится к концу 19-го, началу 20 века. Так что вот такие небольшие находки на сегодня выдались касательно открывашки, которую нашел Камрад. Что там у нас поспело? Тоже начали поднимать информацию, исполнений, клейм, была масса. Также были и те, которые были бесклейменные, в том числе открывашки из офицерских столовых наборов. Поэтому будем продолжать поиски. Всем пока, друзья, до новых встреч, пишите ваши комменты и подписывайтесь. Всем пока.